día que tenía tu compañía. Despertarnos era como antes. Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía. Y el destino quiso traicionarme, pero me di cuenta demasiado tarde que por esas vainas te perdí a ti. Собираемся мы сейчас за Адрианой в садик. Нам звонила директриса, сказала, что Адриана плачет, приедьте, пожалуйста, заберите ее. Но уже она там поспала, поэтому выходим все вместе, заодно поедем погуляем. Давайте быстро, опоздавшие. Все, и вот вы слышали все. И самокаты вообще там вообще. Мы купили сегодня полку для обуви. Конфетку. И там у нас, короче, спасибо. Немножечко бардачок, показывать не буду. Покажи. Нет. Что творится? Как вы побросанные? Нет, я помню, что я обещала снять рум-тур еще раз, когда мы уже обустроимся, все вещи разложим на свои места. Обязательно сниму рум-тур еще раз. Вот сейчас вот полка для обуви пришла к нам. Еще надо коврик в прихожую, такой большой хочу купить. Вот, навести везде порядок. И обязательно вам сниму рум-тур, покажу, как мы обжились и как у нас сейчас, где кто у нас находится, кто с кем спит. Вот, Влад, Майка. Все, закрываем дверь и едем за Адриашкой. Я выгуливаю, кстати, свои новые кроссовочки. Фила купили. Старые свои доносила, уже хочу их выбросить. И сегодня хорошая погода, поэтому в новых кроссовочках. Боже, и машину надо мыть. Интересно, как меня слышно без микрофона. Сейчас я на микрофон Я подключу. там ругаю детей, а ты меня снимаешь. Ну ты еще выставить. Выставлю. Я все Здравствуйте. выставлю. Я все всем покажу. Хорошо. Надо микрофон подключить, может быть, звук будет лучше. Закрывайте, детки, дверь и поедем. А ты где, Милаш? Милаш, а ты... Привет, молодец. День добрый. День добрый. Привет, чудик, ты дождалась нас. Плакала чуть-чуть там. А ты молодец! Не плакала. Мы уже забрали Адриашку с садика. Все нормально, поговорили с директором. Директор сказала, ну, что сегодня она плакала. Как бы каждый день по-разному. Один день может быть нормально, другой день по-другому. Вот сегодня плакала, вот, позвонила, чтобы мы ее забрали раньше. Так что пока что адаптация у нас еще не окончательно закончилась. Вот сейчас приехали заправлять машину, Влад заправляет там машину. И обсуждали тему про лицей и техникум. Куда Милана пойдет после школы? В лицей после 8 класса или в техникум? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Я знаю, что меня многие смотрят там из Польши, поляки. Может, у кого-то уже в Польше, у наших детки пошли после 8 класса, там, либо в лицей, либо в техникум. Куда лучше идти? Вот после 8 класса, в лицей или в технику. Мы Милане говорим, что если пойти путем через лицей, то тогда учишься как бы меньшее количество лет. Если пойти через техникум, то, по-моему, да, на 1 год что-то больше выходит в сумме обучения. Вот, потому что понятное дело, что дальше университет, поэтому мы немножко готовимся уже. И насколько я знаю, что в лицей здесь, в Польше, детки, когда идут, они могут пойти жить в общежитие. И вот спрашиваем у Миланы. Милана, если ты пойдешь учиться в лицей после 8 класса, вот в 9 получается, да? Ты пойдешь в общежитие жить или останешься с нами жить? Милана сказала с нами, да, Милаша? Потому что я боюсь, что мне не получится оплатить. Папа говорит, что она 2000 злотых стоит. Ну, где-то так, наверное, общежитие стоит, да? 2000 злотых. 2000 злотых нам сказали, что стоит общежитие. Но здесь общежитие не как в наших странах СНГ, там в Беларуси, в Украине. А здесь общежития такие, как квартиры. Здесь в общежитиях может быть и Sony PlayStation, да, и, ну, условия здесь намного лучше. Мое общежитие в мои студенческие годы, то, ну, это, конечно, общежитие было уже, когда я в университете училась, то там вообще тараканы ползали у нас в общежитии, поэтому с теми условиями, которые здесь предлагает Польша, это просто небо и земля. Это не общежитие, я бы сказала, это какой-то
не знаю, пентхаус, райский уголок, пентхаус. В моей молодости, да, студенческой, такого не было. Я бы с удовольствием хотела бы в таком общежитии пожить. Ну, интересно даже для опыта. Вообще в общежитии весело жить. Но посмотрим, придет время, как Милана захочет. Посмотрим, где мы будем жить, плюс еще к тому моменту. Вот. Если будем жить не в городе, а где-то за городом, то, возможно, чтобы далеко не ездить, будет жить в общежитии. В общем, посмотрим. А вы напишите в комментариях, как лучше, в общежитии, вообще какие условия, тоже будет интересно почитать. Так что буду ждать ваши комментарии. Мы приехали в магазины, здесь у нас недалеко от дома. Магазины разные такие, которыми мы часто пользуемся, типа Тедди, Сенсей, Пепка. Вот даже медиаэксперт есть. И надо купить Диме замочек, да? В школу надо. На шкафчик я покупала, но он не подошел по размеру. И для машины надо омыватель стекла тоже купить. Так что пойдем быстренько. Потом поедем стричься. Влад будет стричься. И немножечко погуляем. Зашли в Пепка и тут посмотрели, увидели куртки. Милане как раз куртка нужна. 45 злотых чисто на осень, потому что Диме мы уже купили куртку, Адриане купили куртку, от Милашки только осталось. А те куртки, которые в Сенсее, мы там купили Адриане и Диме, то Милане они не нравятся, поэтому посмотрим. А я ищу замочек, и замочка нет, и нам надо идти дальше. Вообще-то мне они нравятся, но мама их не хочет покупать. Дима, красавчик, на Хэллоуин готовишься, да? Ну, у Димы есть уже костюм, и у Милашки на Хэллоуин. Маска, как у нас дома есть. Как у нас дома маска есть такая же, да? А ну-ка, показывайся. Ты наушники убери, а то они немножко мешают понять мне. И застегни ее. Куртку застегни. Там еще просто куртки были, которые мне побольше нравятся. Давай мы посмотрим эту сначала. Так, а ну-ка повернись. Повернись. Только, да, курточка. Ну вот куртка. Такая, как ты любишь, да, здоровая. Не знаю даже. В общем, все, решили взять розовую куртку. Милан, давай куртку розовую ставь на кассу. Все, тогда покупаем эту. Черная Милашке не понравилась. Берем розовую. Вышли мы, называется, за омывателем для стекла и Диме замочек для школы купить. А в итоге ни то мы даже не посмотрели, забыли. Но зато купили Милане куртку, которую даже не планировали покупать. Вот так вот у нас часто бывает. Все, мы постригли Влад, вернее, постригся. Всё. Красавчик, ну. Все, можно вместе сходить гулять. Можно вместе сходить. Дети уже чупа-чупсы там едят. А мы все конфетки забрали. Все конфетки забрали. А мы сейчас идем в банк конфет? Нет. Нет, мы сейчас едем в город погуляем, А там, вы же будете там деньги а потом поедем еще куда-то. Ну, может, еще в банк, если он не закрыт, заедем. Pero no dice nada, sur y lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron. Quiere más de lo. Пойдемте. Мы вышли. Здесь в центр приехали, чтобы пойти на набережную погулять. Ой, шапка. Пришли. Ой, я микрофон включила, нет? Пришли на набережную. Здесь музыка играет. Весело. Мы на набережной когда последний раз были? Кстати, это первое место, когда мы только переехали жить во Вроцлав. Первое место, где мы стояли вот здесь вот на углу набережной и не знали, куда нам идти дальше, потому что квартиру мы найти не могли.
И когда нашли квартиру, до того, как она освободится, еще месяц был, и нам надо было этот месяц где-то жить. И мы такие в непонятках были, что нам делать. И мы стояли на набережной, звонили моей маме в Италию, чтобы она нас приняла на 1 месяц у себя в Италии. Так что я помню, здесь еще недалеко есть хостел, мы там как раз ночевали в хостеле. Так что это место нам запомнится точно навсегда. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París, la Red Julia. Baila un poquito más. Там кораблик, ты говоришь? Где? Ой, там корабль. Да. Кораблики. Тебе нравятся кораблики, Ади? Нравится? А за ними каруселька. За ними каруселька? Где каруселька? Вот там. Мы же в этом таком кораблике покататься. На этом кораблике сейчас, представляешь, как там холодно? Мне кажется, так, да? Superaba lo que te hice a ti, pasara me dijo la tristeza. Hubiera replay cambiar. Мы сегодня, кстати, с Владом купили билеты в небольшое путешествие, да, Влад? Что? В Куда? октябре Да. отправляемся в небольшое путешествие. я Пока думал. не будем говорить, куда, да? А тут недалеко. А Пойдем тут, покажу. А тут недалеко. Путешествие недолгое, буквально там на 3 дня. Вот, без деток. Это, наверное, последний раз, когда мы с Владом ездили куда-то вдвоем без детей. Не знаю, это было, наверное, еще до рождения детей. Поэтому мы очень рады, что Адриана доросла до того возраста, когда ее можно уже оставлять на родственников спокойно и не переживать. Так что скоро будет путешествие, я поснимаю много классных влогов, так что ждите, будет очень прикольно. Дима говорит, по ступенькам вода льется. А ну-ка Первая покажи. сухая и вторая, а вот там дальше видно. Вот там, вот там. Да. Вот. Это все вода льется здесь по ступенькам. Льется вода. Где имя? Ну, красиво здесь. Вон люди сидят на лавочках, все отдыхают. Superaba lo que te hice a ti, pasara me dijo la tristeza. Hubiera replay cambiaría por ti, porque te amo, baby, es que el corazón. Дима, ты куда залез? Нашел большой камень. Смотрите, мы здесь на набережной поднялись на такую, как бы, здесь такая возвышенность, небольшая гора. И смотрите, как здесь красиво. Вид, да. Вот кораблики плавают. Сейчас еще такой закат, да, начинается, уже солнце садится. И все в таком теплом, желтом свете освещается, очень красиво. У нас уже во Вроцлаве прямо осень-осень начинается. Видите, листья уже начали падать. Деревья уже такие практически все желтые. Конечно, красиво осенью. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. No solo quiero pa' eso, yeah. No solamente pa' el sexo, yeah. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos, yeah. Baby, por ti es que rezo, yeah. No sé si soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo, que él al final son como todo, y ahí te tiene como yo, la no sube la navaja, él es la navaja, no te aporta nada, mami, es que no me encaja, que porque es lindo tiene ventaja, lo lindo se acaba con los años. Адриана обиделась, что хотела много-много каштанов собрать, но ей дали всего лишь 2 полных кармана, а она хотела еще больше. Ведро. А она ведро хотела каштанов, да. Дадим, раскулачили тебя.
Это самое. А это что это? О, а мы не видели с тобой этот памятник, да? Так классно гулять всей семьей, вот так выйти просто и погулять, никуда не спешить. Сейчас идем пиццу покушаем. Погода замечательная, не холодно, не жарко, вообще замечательно. Андряшка там капризничает, потому что хочет наполнить все карманы в куртке каштанами. Мы как раз идем, здесь аллея, каштановая аллея, и она хочет все каштаны пособирать. Адюшка, пойдем. Ой, уговорила папу все-таки на ручки, да? Уговорила папу на ручки? Да. Вот папа Только должен. ты неси, говорит папа, только аккуратно, чтобы, смотри, мои каштаны не повыпадали. А, Вот так. это самое главное, каштаны, конечно. Да? Дети, вы не проголодались? Идемте к машине и поедем кушать. Мама там снимает кино. Это нас с тобой двоих. Ку-ку. Нос, можно впустить тебя? Нос. К нам еще завтра, кстати, придут гости. Брат Влада, Марк, с женой Дианкой. Вот, так как у меня был день рождения в августе, в 30-го, у Влада 11 сентября день рождения было, и мы не отмечали, потому что я была одна в свой день рождения, Влад был на работе, а Влад свой день рождения праздновал на работе. Вот, и поэтому сейчас решили позвать, раз уже все собрались, позвать в гости Марка и Дианку и, так сказать, хотя бы чуть-чуть отметить наше день рождения, посидеть вместе все. И я хочу сегодня испечь торт Наполеон. Так что мне сегодня еще вечером придется печь тортик. Обожаем. Это наш любимый торт семейный, торт Наполеон. Именно домашнего приготовления. Не, конечно, покупной тоже вкусный, но домашний вкуснее в 1000 раз. Вот. Так что буду делать нам тортик Наполеон. Да, Влад, сегодня будем делать? Ой, точно, еще А ты будешь мне я помогать? оливье буду делать. А Влад будет оливье я делать. уже отварил, да, Салат. овощи, и буду нарезать, я люблю оливье. Так что после прогулки сегодняшней нам еще нас ждет кухня с тобой. Мы приехали на пиццу уже. Принесли нам пиццу, смотрите. Я первая напробую, я первая. Какую красоту. Это какая, Милана? Маргарита, да? Адриана уснула в машине, сейчас Влад пошел ее разбудить, чтобы она тоже могла покушать. И Миланина подружка тут ее уже ждет. 2. Мы тут жили рядышком, наша прошлая квартира, вот мы приехали на эту нашу любимую пиццу. И детки пойдут в наш бывший двор туда к своим друзьям увидеться. Буська! Будешь кушать? Смотри, как вкусно, да? Проснулась Соня. Сейчас еще одну принесут пиццу. Мы 2 заказали. Приятного аппетита, детки. Давайте кушай. Давай. Да, кусай, кусай. No dice nada, sur y lo expresaba con perreíto y con dembow. Saben que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila.